Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина, и сегодня я хочу начать рубрику и создать плейлист. Это лечение простудных заболеваний, вернее болезни органов дыхания. Ну и сегодня именно я хочу именно с профилактики простудных заболеваний, так как предотвратить заболевание намного проще, чем его лечить. И, естественно, у нас опять пойдут секреты долголетия. Значит, я сейчас прочитаю средства, которые нам помогут предотвратить простудные и легочные заболевания. Ну а вы, если еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Также ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. И если у кого-то есть вопросы по народной медицине, пишите их в комментарии. Я с удовольствием отвечу на них и поможем вашей проблеме. Ну и также огромнейшая просьба. Вам это будет несложно, а мне поможет и кому-то может помочь. Это поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Ну и приступим. Профилактика простудных и легочных заболеваний. При первых признаках простудного заболевания, насморк, першение в горле, слабость, надо принимать по 1-2 дрожжа аскорбиновой кислоты и хорошо попарить ноги с горчицей. Затем провести следующее мероприятие. Вот, наверное, парить ноги уже давно все забыли. Натереть чеснок, смешать с медом в соотношении 1 к 1 и принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день, запивая водой. Заварить 100 грамм свежих ягод малины или 2 столовые ложки сухих, но это было раньше сухих, сейчас можно замороженные. Стаканом кипятка настоять 15 минут, добавить столовую ложку и выпить в теплом виде. Желательно это делать утром и вечером. Эффективным средством от насморка является чеснок. Натереть головку чеснока в бутылку, поставить на водяную баню на 10-15 минут. Ну, можно, я думаю, в банку, не обязательно бутылку. Остудить. При начинающейся простуде и сильном насморке вдыхать воздух из бутылки каждой ноздрёй попеременно. Вот почему бутылка. Так что бутылка нам все-таки и нужна. В период эпидемии гриппа очень полезно принимать дибазол. Слабое лекарство от давления. По 1/4 таблетки 2 раза в день в течение 10 дней. Вот этого я даже не знала. 0,5 литров свежего молока смешать с 1 куриным яйцом, добавить 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку сливочного масла. Все тщательно перемешать и выпить на ночь. Ну, пол-литра сразу. Не знаю. Листья эвкалипта заварить 200 граммами сухих листьев. Так, листья эвкалипта. Заварить 20 грамм сухих листьев в 0,5 литре кипяченой воды. Настоять 1 час. Процедить. Пить в горячем виде 2-3 раза в день при начинающейся простуде. Можно приготовить настойку эвкалипта, залить 2 столовые ложки сухих листьев 200 граммами водки и поставить на 7 дней в теплое место, хорошо закупорив. Принимать по 25 капель
3 раза в день. Ну, я думаю, сейчас спиртовую настойку эвкалипта можно купить и в аптеке. В период эпидемии гриппа принимать по 20-25 капель одной из настоек аптечного производства. Элеутерокок, Левзея и другие. Утром и вечером. Если грипп или острое респираторное заболевание получили развитие, необходимо принять следующие меры. Отвар плодов калины с медом помогает при простудных заболеваниях. Он обладает патагонным и отхаркивающим действием. Столовую ложку цветков и плодов залить стаканом кипятка, настоять 1 час, выпить за 3 приема. Сок редьки с медом. В редьке вырезают углубление, заливают медом и закрывают сверху кусочком редьки. Настаивают 4 часа в теплом месте, затем пьют образовавшийся сок по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Нельзя забывать о целебных свойствах картофеля. Положите в кастрюлю картофельную кожуру на медленный огонь. Когда закипит вода, подышите над паром 10 минут. Процедура хорошо помогает при гриппе, острых респираторных заболеваниях, сильном и упорном кашле. Кстати, в картофельные очистки хорошо добавить 5 листов лаврового листа для ингаляции. Вот именно для ингаляции. Видео о лавровом листе у меня есть на канале, ссылочку я оставлю. Очень хорошее средство картофельные очистки или картофель, только с кожурой. И лавровый лист. Это просто замечательное средство для ингаляции. Так. Хорошо усиливает потоотделение цветки бузины, ромашки аптечной поровну. Столовую ложку сырья заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Настой пить горячим по 2-3 стакана ежедневно. Липовый цвет, цветы ромашки аптечные, лист мяты перечной, цветки бузины. Все взять поровну, приготовление и применение, как в предыдущем рецепте. Значит, залить стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать по 2-3 стакана ежедневно. Натереть на терке луковицу, залить 0,5 литром кипящего молока, не кипятить. Настоять в теплом месте. Значит, настоять в теплом месте, выпить на ночь половину горячего настоя, а остаток утром тоже горячим подогрев. Только не в микроволновке подогревать, лучше на паровой бане. Листья и стебли малины залить крутым кипятком и дать настояться. Настой принимать вечером перед сном. Вместо листьев и стеблей можно использовать малиновое варенье. Ну, малиновое варенье, вот действительно, что стебель малины, листья зимой не найдешь, а стебель малины мы очень любили чай. Это ароматнейший, душистый и очень полезный чай. Если у вас высокая температура, наполните какую-нибудь емкость ледяной водой и станьте в нее ровно на 1 минуту, чтобы вода покрывала ноги до половины икр. И в воде не стойте неподвижно, отопчитесь. Через минуту разотрите ноги докрасно шерстяной тканью и ложитесь в постель, хорошо укрывшись. Но не превышать 1 минуту. Пустырник и корень цикория обыкновенно в разных пропорциях заварить крутым кипятком, как чай, дать настояться, принимать по полстакана 3 раза в день. Сок алоэ закапывать в нос по 5 капель через каждые 2-3 часа в течение 3 дней. Для полосканий, ингаляций используйте произвольный отвар листьев эвкалипта, чабреца, шалфея, сосновых почек. 3 столовые ложки сбора на 0,5 литра воды, кипятить 2-3 минуты.
Для лечения насморка рекомендую следующие народные средства. Полоскать нос крепким солевым раствором. 2 чайные ложки сверху на стакан теплой воды. Полоскание проводить 3-4 раза в день. В стакан с солевым раствором можно добавить 5-6 капель йода. Или же заменить это все морской солью. Как только начался насморк, приложить к подошвам ног горчичники. Тоже довольно-таки забытое средство. Надеть теплые носки и ходить сколько можно. Обычно 1-2 часа. Средство лучше применять вечером перед сном. Утром состояние значительно улучшится. Ну, раньше было у нас средство это парить ноги в горчице, сухая горчица добавляется в горячую воду, растерли, одели теплые носки и все. Также горчичники. Горчичники я часто делала с обычной горчицы, желательно русскую, такую ядреную горчицу, намазывала на промокашку в тетрадках было раньше, а сейчас у нас есть бумажные салфетки, намазали горчицу и бумажной стороной ложим на спинку, сверху ложим полиэтиленовый пакет, накрываем махровым полотенцем и еще теплым одеялом и выдерживаем в течение 10-15 минут. Так, смазать нос свежим соком каланхои перистого, комнатное растение. Будет о нем видео. Можно закапывать этот сок по 2-4 капли 3 раза в день. У меня девчонки обожали эту процедуру. После того, как начинаешь закапывать каланхоем нос, 3-4 капли в ноздрю, начинается, так скажем, начинают изрядно чихать. И им это нравилось, они смеялись. Им была эта процедура очень интересна и, кстати, очень хорошо помогала. Намазывать нос соком лимона или втягивать сок 2-3 раза в день. Честно говорю, я бы не рискнула именно чистым соком. Если развести хотя бы 1 к 1, да, это может. Хотя я могу сказать, что лучше применить промывание носа, это перекись водорода. Вот такая обычная перекись водорода, 5-6 капель на стакан воды и промывать нос. Тоже очень хорошо помогает при насморке, гайморите. И довольно-таки хорошее средство. Натереть на терке луковицу, затем смочить кусочек марли и положить сверху на крылья носа. На марлю положить небольшое количество потертого лука и полежать 10-15 минут. Ну, это смотря какая кожа, чтобы не получить ожога. Толченым чесноком смазать кусочки ваты и вложить в обе ноздри. Если процедура окажется болезненной, предварительно смазать обе ноздри вазелином или детским кремом. Ну, вот это вот тут идет уже с предостережением. Закапывать в нос по 5-6 капель свежего сока свеклы в каждую половинку носа. Можно после закапывания вложить в ноздри ватные тампоны, смоченные соком свеклы. Попариться в бане и выпить чай из липового цвета. Да, баня это хорошо. Там можно выпарить любые простудные заболевания, но сейчас у нас это малодоступно. Значит, выпить чай из липового цвета на область гайморовых пазух, скуловая область, положить сваренную вкрутую горячие яйца и держать их до полного остывания. Ну вот здесь вот положить яйца и прогревать. Вот.
При хроническом насморке неаллергического характера приготовить смесь из натертого на терке свежего хрена и сока 2-3 лимонов. Принимать по 1-2 чайной ложки 2-3 раза в день. После приема смеси в течение получаса ничего не есть и не пить. Из рациона исключить молоко и молочные продукты. Смесь может долго храниться в холодильнике. Залить стаканом воды 1 столовую ложку коры дуба и 20 минут кипятить. Добавить настой зверобоя, 1 столовую ложку травы, залить стаканом кипятка, довести до кипения, настоять 30 минут. Смесь остудить. Закапывать в нос по 3-5 капель 3 раза в день. Нюхать каждые полчаса нашатырный спирт, но не обеими ноздрями сразу, а поочередно. Одну закрыть, другой нюхать, потом наоборот. Закапывать в нос сок, выжатый из листочков мать и мачехи. Листья должны быть свежими. Ну вот у нас такие профилактические процедуры нам рекомендуются. Еще раз, друзья, напомню вам, профилактика простуды намного проще, чем лечение. Так что, родные мои, не забываем о профилактике. Ну, а я с вами прощаюсь. До нового видео. И, как всегда, напомню, кто еще не подписан, подпишитесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Лайки, дизлайки, комментарии пишем. И обязательно пишем, если у кого какие-то проблемы, с которыми нужно разобраться по медицинской, народной медицинской части. Ну и также не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кому-то эта информация может оказаться очень и очень полезной и нужной. Ну и также поможет моему каналу в развитии. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До нового видео. Ваша Ирина.